Лазерная установка оснащена 3D-монитором с оптическим когерентным томографом, на котором мы можем наблюдать все этапы операции. Сейчас мы видим, как сфокусированный лазерный луч формирует идеальные, ровные, круглые капсулы Rexis, строго центрированные относительно оси глаза. Далее происходит лазерная дефрагментация хрусталика на 6 абсолютно одинаковых сегментов. Это существенно снижает время работы ультразвука во время фотоэмульсификации и уменьшает риск развития послеоперационного отека роговицы. Мы видим, что во время работы лазера формируется огромное количество пузырьков газа, которые раздвигают ткани без формирования теплового эффекта, без их перегрева. И в конце формируются роговичные разрезы. Они очень аккуратны и точны. Хирург с помощью OCT сам выбирает оптимальное положение, длину и профиль разреза. Профили разрезов трехплоскостные. Такая геометрия парацентезов дает быструю адаптацию раны без формирования индуцированного астигматизма в послеоперационном периоде. Перед нами вид глаза после фемтолазерного этапа операции. Мы видим четкие линии разлома ядра, центрально расположенные капсулы Rexis с идеальными ровными краями. Выкроенный лоскут передней капсулы хрусталика легко удаляется пинцетом. Фемтолазер значительно облегчает разлом ядра. Ядро хрусталика легко разделяется на фрагменты. При их удалении требовалось значительно меньшая мощность ультразвука и время работы ультразвука в передней камере. Часть фрагментов удалялась только путем аспирации, что снизило нагрузку на эндотель роговицы. Операция выполняется у пациентки с сопутствующим диагнозом закрытоугольно-развитая глаукома. В анамнезе глубокой склеротомии, выполненной год назад. Внутриглазное давление на момент операции было компенсировано. Метриаз обусловлен повреждением сфинктера зрачка вследствие острого приступа глаукомы, что, собственно, сделало возможным проведение лазерного сопровождения, так как одним из основных условий проведения операции является достаточный метриаз. У пациентки выраженная атрофия строма радужки, короткий глаз, ПЦР 22 мм, мелкая передняя камера 1,8 мм, достаточно большой хрусталик, толщина 4,7 мм, изначально низкая плотность эндотелиальных клеток, меньше 2000 на квадратный миллиметр. Эндотель роговицы был спровоцирован проникающей операцией и острым приступом в анамнезе. Все эти обстоятельства требовали очень деликатной, максимально щадящей техники проведения операции. Мануальная техника была бы очень травматичной и привела бы к еще более значительной потере эндотелиальных клеток со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, безусловно, операцией выбора в такой ситуации является фемтосекундная хирургия катаракты. Лазерное сопровождение операции значительно сокращает количество хирургических манипуляций в передней камере. Исключается этап введения краски в переднюю камеру, инструментальное выполнение капсулы Rexis, гидродиссекция, которая заменяется более щадящей пневмодиссекцией. Исключается более энергозатратный разлом ядра. Также нет необходимости в гидратации роговичных разрезов в конце операции, так как профиль разрезов обеспечивает его достаточную герметичность. Все это значительно минимизировало операционную травму, привело к отсутствию осложнений и высокому функциональному результату. На следующий день после операции пациентка была выписана с остротой зрения 0,8.